Друзья, всем привет! Я надеюсь, вам понравилась в начале видео такая маленькая вставочка. Ну, просто видос должен быть мега перенасыщенный сегодня. Хочу очень много чего сделать. И может быть, даже, ребята, может быть, это видео будет достойно вашего маленького, супер маленького донатика. Тем более, что практически полностью уже выработал все основные материалы. А что это у нас? Это у нас карбон и эпоксидная смола. Для вот этого вот дела. Но есть результат, друзья. Обратите внимание, какая красота уже. Я уже притащил даже сиденье. Возможно, сегодня мы его будем притуливать. Также у меня активно продолжается 3D-моделирование воздухозаборников. Не знаю, может быть, в этой серии закончу с ними, и они еще появятся, хотя бы в 3D уже окончательный вариант. И еще, друзья, и еще, смотрите, что у меня есть. Вот, обратите внимание, такая гигантская штука. Мне ее уже отфрезеровали, и я потихонечку ее склеиваю. Это воздухозаборник, если что. И подгоняю под монокок. Потому что все-таки 3D не 3D, а по мелочи что-то где-то не сходится почему-то. Ну, во-первых, где-то что-то расширилось, где-то что-то тут на миллиметр, на полмиллиметра не сошлось. Тем более, что я склеиваю, я могу куда-то сдвинуть. Причем при фрезеровке это все сдвигается, и под такими острыми углами оно потом не получается. Вот. Ну, я все подгоняю, ребят, ничего страшного. Опять же, толщины разные. Вот монокок у меня 5 миллиметров. Здесь у меня там, я ориентировался на 3 миллиметра. Эта штука вообще будет разная по толщине. Где-то вот так, где она будет силовая. То есть вот эта штука при перевороте должна будет защищать голову. И она должна быть очень силовая. Здесь будет толстый карбон, наверное, миллиметров 10 заложу. Эта штука будет толстая. А вот отъемная часть, именно сам капот, чтобы засовывать двигатель, или как там его назвать, не знаю. Ну, в общем, крышка будет съемная. Она вообще должна быть не жесткая, не крепкая даже, в принципе. Ну, хотя посмотрим. Ну, миллиметра 2-3, я думаю, все равно надо. Вот, ну, обратите внимание, какая разница по толщине. Либо это все надо изначально рассчитывать. Ну, либо как-то вот как я, постепенно много думаю и много работаю, много делаю. У меня есть свой план, и я его буду придерживаться. Пришла мысля интересная. Хочу попробовать, как оно залазится вообще сюда. А то что-то такое, какое-то ощущение, что дырка маловато. Давайте пробовать. Так. Блин. Так можно и башку было сейчас только что разбить. Так, ну если вот так, то в принципе, все нормально. О, плечи. Как-то узковато, друзья. Ну, блин. Сейчас моя первоочередная задача подогнать все края воздухозаборника, чтобы потихонечку начинать его карбонизировать. А тем временем у меня возникла просто безумная идея по сегодняшнему видео. Раз уж оно претендует на некую достойность, просто взять в конце и подсобрать опять его. Да, как я вам уже говорил, это куча бесполезной работы. Сборка-разборка того, что уже и так понятно, и так уже собиралось, примерялось. Но хочется показать вам, как оно будет все выглядеть, все вместе. И поставить его на колеса, и снять со стапеля, и все, вот это вот все. Да, нужно будет сделать большой комплекс работ.
проделать высокоточно все отверстия, обработать уши крепления. Они еще не везде обработаны, где-то частично, где-то даже еще не касался. И это не бесполезная работа, в отличие от просто сборки. Ну и как раз будет у меня мотивация, чтобы все собрать, чтобы все вам показать. Как вам такая идея? Поддерживаете? Ну тогда полностью окунаюсь в работу. Стартуем, делаем, все, погнали. По шпаклеванию, заполнению пор и зачистке здесь просто огромный объем работ, поэтому я, друзья, сильно не афиширую, потихонечку делаю, потихонечку обрабатываю участки и помаленечку зачищаю все это дело. Опять же, делаю малыми порциями, чтобы быстро не надоело. Верхушку придется долго подгонять, я уже начал. Вверху пришлось ее расширить. Потому что как-то вот спереди она чуть поуже получилась, сзади чуть пошире. Вот вам и ЧПУ, друзья. Ну, это дело не в ЧПУ, в общем-то, а дело в несоответствии вот этих всех кусков. Слишком уж их много. Здесь 6 штук получается. Опять же, было несколько штук, когда я делал сам монокок. И в итоге все это дело не совпало. Теперь я расширил здесь немножко больше, чем надо, чтобы иметь возможность обточить. Потому что уже монокок немножко не тот, как был на 3D модели. Пришлось чуть расширить. Здесь должны быть вертикальные участки карбона, чтобы можно было вытаскивать металлическую деталь для постановки двигателя на свое место. Подготавливаюсь к оклеиванию в красный скотч этой замечательной детали. И можно будет начинать подготавливать внутреннюю стенку, в которой, я вам еще раз напоминаю, будут применяться новые супертехнологии. Вот они стоят здесь. Раньше одна только мысль, что нужно будет формировать примыкание, швы, вызывала ужас. А сейчас, друзья, дело стало обыденным абсолютно. Делаю это, можно сказать, уже на автомате. Взял новый костюм, он очень и даже мега дешевенький. Но, в принципе, закутаться в него можно нормально. Он многослойный, есть там внутри и штаны, и рубашка, и вот сверху плащ такой. Вот буду использовать, буду пробовать, как он работает, ребята. Он дешевенький, не дюпон, конечно, но мне кажется, справляться со своей задачей будет. И что-то, похоже, он большеват. Все, с карбоном только так. Костюм обязателен. И противогаз. Берем бормашиночку и погнали делать дырки-норки. Приходится решать широкий спектр задач, друзья, то есть нужно одновременно много чего подогнать. Например, вот эту штуку я уже примерно выставил, обточил так, чтобы было место под 3 мм карбона. С двух сторон все обточил, все гладенько, красиво получается. Но это же еще не все. Хотелось бы прикинуть, как внутри себя будет чувствовать сиденье, чтобы планировать изготовление боковой стенки. То есть перегородки между двигателем и пилотом. Но сиденье не заходит, друзья. Нужно его каким-то образом подрезать, это раз. Ну а второе, нужно подрезать само окно. Изначально линию я пропиливал на глаз. Ну, сами понимаете, по-быстрому сделал все. Да еще и не придумал технологию, как же здесь лучше всего сделать пропил. Но вот теперь-то, когда очень сильно понадобилось, я все придумал. И незамедлительно изготовил специнструмент. Выглядит довольно просто, но работает эффективно. В общем, тут нам повезло, благодаря тому, что я изначально не очень хорошо умел проектировать, сейчас уже лучше. У меня здесь образовалась очень ровная такая плоскость. И относительно ее можно сориентировать инструмент. Сразу поставил карандашик, чтобы можно было чертить линию. Позиционируем параллельно плоскости и рисуем карандашиком. Очень замечательно и равномерно получается. Я уже вот так глазом стрелял, линия идеально ровная. Ну, линия в точности повторяет вот эту линию и плоскость. И теперь, когда у меня будет день пиления карбона, потому что это слишком мало, чтобы надевать целый костюм и портить его. Надевать его, наверное, минут 10 приходится. Вот, поэтому нужно насобирать работы по пилению как можно больше и заняться этим. Вот, например, уже есть еще пятнышки такие, можно их взять на карандаш. Также есть вот здесь стенка необработанная,
страшненькая, но сюда еще нужно прикупить специнструмент, потому что так просто ее не обработать. И тогда можно будет еще посвятить несколько часов, одеть костюмчик и сделать эту грязную работу. Прошлый костюм я выкинул, он одноразовый, и вот смотрите, как загрязнился. Довольно-таки серьезно. На фоне чистой внутрянки можно сравнить. Все это сверхмелкодисперсный карбон. Вот так идут дела, друзья. Но мне в принципе все нравится. Работа пошла уже какая-то творческая, разнообразная. То там чуть-чуть поделал, там чуть-чуть поделал, там подмазал, там подшкурил, там пошлифовал. И дело вроде бы как довольно-таки активно продвигается вперед. А это очень круто. Вот прошло уже сколько? Месяца 2,5-3, и у нас уже вон сколько всего готовое. Подготовил воздухозаборник под обклейку. Теперь он красный, спортивный, скоростной, быстрый. Но после оклейки карбоном будет еще быстрее. Это, сами знаете, неопровержимый факт. И, кстати, скотчевая вот эта вот технология очень крутая. Получается хорошая внутренняя поверхность. Хоть патентуй ее. Интересно, это я придумал? Или это давно уже все так делают? Остатки эпоксидной смолы засахарились, приходится опять ее греть в очередной раз. Интересно, как это влияет на прочность. Вроде бы так можно делать, и сколько я не делал, вроде бы прочная. Но может быть какие-то проценты уходят. Нельзя такое исключать. Обратите внимание, друзья, какие там внутри куски, вот нужно их расплавить температурой. И тогда получается прозрачная эпоксидка. Ну, то есть, как вы поняли, я уже разливаю по баночкам. Сейчас буду резать карбончик и будем карбонизировать. Здесь работы нереально много по воздухозаборнику. Нужно будет еще разрезать, разделять, усиливать. Но с чего-то надо начинать, и основную форму мы сделаем сегодня. Только не говорите мне, что месяц мой потраченный на моделирование прошел зря, и что-то тут некрасиво, что-то тут не так. По моей внутренней шкале оценки красоты, ну тут 8-9 баллов из 10. 10, ладно уж, не даем, это слишком круто. Но 9-8 точно есть. На формовку сложного участка воздухозаборника буду использовать специфическую углеткань. У нее очень интересный рисунок. Говорят, что такая используется при производстве самых крутых суперкаров на Земле. Да и плюс она очень податливая. Она формуется как угодно. Она, наверное, самая податливая из всех, что я встречал. Ну, то есть елочка обычная, она тоже податливая, но тут елочка с шагом 4 нитки. То есть не одна нитка, не две, а 4. Именно поэтому она может принимать очень-очень сложные формы. Может даже внутрь заворачиваться. Вот обратите внимание, как я проложил. Использую специфическую укладку с перехлестом слоев. Сначала здесь слой, потом здесь слой, потом следующий слой будет накрывать этих два. И пойдет все в обратную сторону. То есть буду делать уже вот это мясо. Моя цель победить именно эту самую сложную воздухозаборниковую часть. А дальше пойдет попроще. Попробую валиком намазывать. Как-то я хотел раньше этим заняться. Вот попробую. Что-то как-то не очень. Вообще обычно лучше всего чисто рукой мазать. Ей более можно жестко, агрессивно пропитывать. Пошел 4-й, предпоследний слой. Щелкаю уже как орешки эти карбоновые детали. Вот так вот пропитываю, так быстрее всего. Наливаю просто, и оно стекает вниз. Сейчас буду накидывать самый красивый слой. Тот, который для суперкаров. Пока что советская углеткань идет. Ну, пока так попробуем. Ага, нормально. Работка затянулась до поздней ночи. Апокалипсис, конечно, конкретный, но я все сделал, друзья. Даже снизу сделал усиливающий бортик, вдруг снизу не хватит толщины. Красота неописуемая, но это дорогого стоит. Очень много отходов, очень много грязи, опять полная мусорка у меня. И вот мешок гигантский. Здесь на столе супер апокалипсис, разлилась эпоксидка под пленку. Ну, сейчас буду убираться, друзья, и идти домой. Потому что сейчас я уже снял респиратор, уже без него, и дышу, получается, эпоксидкой, пока вам рассказываю. Но я должен вам показать свежий карбон, потому что, ну уж очень он красивый.
шумят тут за спиной валики. Всеми валиками пользуюсь, все укатываю. Здесь ни малейшего пузырька. И даже, мне кажется, когда я буду шлифовать, не будет никаких пузырьков. Ну, там посмотрим. То есть скилл у меня растет, друзья. Я каждую деталь делаю чуть-чуть по-другому, делаю чуть-чуть качественнее. Получается, анализирую прошлые работы и с каждым разом стараюсь сделать все лучше. Ну а как без этого? Только так. Вынес на улицу на прогрев для окончательной сушки. Ну и заодно вам показать красоту рисунка. Сделал несколько слоев ламинации, то есть наносил сверху эпоксидку, чтобы легче было потом зашкуривать. Зашкуривать именно саму углеткань очень плохо. Смотрим, до каких температур у нас греется все это дело. Ну что, нажимаю, делайте ставки, господа. 72 градуса. Сейчас, кстати, не так уж-то и жарко, но вот на черном нагревается до 70 плюс градусов. Вообще может и до 90 нагреваться, если черное, я проверял. Ну вот так работает солнце. На улице плюс 30, а на черном с солнцем, с прямыми лучами до 90 может быть. Приехал друг, ребята, короче, смотрите, с 3D сканером. Хотим отсканить мотор, представляете? Наконец-таки пришло его время, что ли. Уже пошел процесс. Офигеть. Мотор поставил на поворотный стол. Я думаю, это нам поможет. Слушай, я думал, он как-то медленно будет это делать, если честно. Ну, чистая дичь. Уже много зеленого. Мы еще хотим перевернуть его немножко на бочок. И днище, донышко обработать. А фиолетовая моргнула, это что было? Трек потерял. А серенькая это что? Это он в том... Сканирование. Зона сканирования. Ну, становится понятно прям. В общем, ребят, если очень долго сканировать, потом сильно много инфы, он комп сильно загружает. Так, ну и отдельно немножко снизу делаем, чтобы сделать поддончик. Ибо сначала он же стоял на нем, там только платформа отпечаталась. Ну вот, ребята, какой в конце концов получился мотор. Обратите внимание на детализацию. Здесь абсолютно настоящие все четкие размеры. Я вот измерял тут некоторые точки контрольные. Ну, до 5 соток получается. Вот так вот. Довольно-таки неплохо этот 3D сканер работает. Неплохо все измеряет и очень быстро довольно-таки делается. Так, ну и давайте посмотрим. Я же его уже внедрил в модель, как он там себя чувствует и как он вообще соотносится с моим двигателем, который я линейками измерял и тоже внедрял в модель. Вот, обратите внимание, наложение на мой двигатель. Видите, мой двигатель немножко выступает. Но опять же, смотрите, габариты фактически точно такие же. Видно, здесь есть некие выступания, утопления. Ну, это неизбежно, но главное, смотрите, точки крепления, вот они, видите? Вот. Там мои прослеживаются светло-серым. Ну, а это с треугольниками, это сканированная модель. И все сразу видно, что я угадал, что не угадал. Вот Airbox у меня немножко не такой в моем исполнении. Но по габаритам он выдается примерно так же. Короче, можно и так делать. Ну, конечно, когда 3D-модель отсканировано, это все гораздо круче выглядит. Включу, сейчас вам покажу еще монокок немножко. Значит, вот такой я пол сделал. Вот они, туннели Вентури. Тут есть такая перегородочка. И посередине тоже должен быть пол. Все это должно соединяться воедино. Смотрите, структуру какую поставил. Сразу карбон. То есть даже на 3D модели уже карбончик у меня просвечивается, прослеживается. Ну и вот что, собственно, получается. Сканированная 3D модель двигателя точно так же помещается внутри. Видно, есть некоторый небольшой запас, там в сантиметр, 2 сантиметра. То есть все, теперь гарантированно я могу заявить, что обтекатель верхний, вот этот вот, он накрывает двигатель, что очень хорошо. В общем, такие дела, такая модель 3D-шная. Уже получается довольно-таки круто. Ну, двигатель вообще чума.
Поставил воздухозаборник на свое место. Уф, ребята, выглядит эпично. Работы с ним еще нереально много. Есть у вас предположение, что еще нужно делать? Вот я ее, допустим, поставлю, и что? Эта часть должна быть стационарная, не правда ли? А здесь должно быть отверстие под установку двигателя. То есть нужно как-то все это дело разделять. Нужно как-то делать внутрь стенку. И я очень хочу ее сделать, потому что я вам пообещал новые технологии, а они будут связаны именно с внутренней стенкой. Ну а сейчас мне хотелось бы подогнать зазорчики, улучшить их. Это лишь предварительно было. Вот тут вот что-то оно как-то упирается. Надо подточить, чтобы просадить. И хочу заняться носиком. Сделать хотя бы пару крепежных отверстий, чтобы можно было уже прикреплять, потому что он падает. Ну и хочу выбрать немножко пенопласта. Вы уже видели, как я это все сверлил. Просто пока сверлю, точу, я не могу ни слова сказать в этом скафандре, в противогазе и так далее. Выковыривать пенопласт непросто, но работа приятная, хотя бы не карбон. Такая же приятная, как и любая распаковка. Двое суток занимался всякого рода мелочами, не брал даже в руки ни разу камеру, уже и забыл, на чем я там остановился. Но нужно было это сделать, если я хочу успеть в срок. Срок у нас теперь, как видите, 2 недели. За одну вообще невозможно ничего показать. Так, давайте расскажу за минутку, что я делал 2 суток. Что за мелкие мелочи такие. Наделал немножко отверстий крепежных, вот здесь. Здесь, ну и вообще по всей носовой части. Здесь будут вкручиваться титановые болтики для того, чтобы скрепить детали монокока. Металлические детали, ну и также нос прикрепить. Вынул из воздухозаборника часть пенопласта. Опять вызревают огромные объемы мусора. Но я их уже каждый день опустошаю, слишком уж их много. Пенопласт объемный слишком. А также, что немаловажно, сделал предварительно опорные поверхности, и они же крепежные части воздухозаборника. Посмотрим, как это работает. Теперь мы просто ставим и защелкиваем. Ставится сразу на свое место. Вот они зазоры. Вот они какие. С обратной стороны такие же. Видите, предварительно немножко обточил, но это нужно было для съема деталей. Такие зазоры можно только с карбоном сделать. Ну, точнее, не только лишь с карбоном. С любыми композитными материалами. Карбон, стеклоткань и так далее. Стыковочная процедура воздухозаборника — это очень важно, потому что это нужно, чтобы двигаться дальше. То есть мне нужна точная позиция, чтобы делать внутреннюю перегородку. Но еще нужно было примерить кресло, как там себя чувствует. В связи с этим на подгонку тоже ушло очень много времени. А также я вырезаю, видите, лишние части, которые мешают рукам двигаться. Я уже думал, может быть, сделать кресло заново, потому что так было бы легче его подогнать. Это туда не всовывается, надо все время что-то подпиливать. На улице я, как всегда, все засыпал карбоновой пылью. Ну вот и все, что пока сделано. И все это сделано ради того, чтобы изготовить стенку, которую я спустя 10 дней начала съемок этого видео так еще и не начал делать. Но вот подготовился. Осталось зашкурить по краям и можно формовать. Для того, чтобы повысить удобство и комфорт изготовления, сделал стеночку двойную, друзья. Здесь ключевые места. Вот этот зазор, он 15 мм. Именно такая будет карбоновая стенка в итоге. Но я решил слои накидывать не прям внутрь туда сразу, а сделать это снаружи. Поэтому стенка пенопластовая, на которой будет карбон, она съемная. Легко вытаскивается, и я надеюсь, также легко можно будет засунуть обратно. И есть еще фальш-стенка, на которую она в последующем будет опираться. Ну, чтобы ничего не выравнивать, чтобы все уже было выровнено. Вот она там так опирается. И это уже приклеенная жесткая стенка. Вот, довольно-таки жесткая. И весь этот пенопласт будет в итоге удаляться. А здесь я планирую сформировать карбон, чтобы часть его выступала и чтобы, так сказать, хорошо он приклеился, проклеился. То есть вот так по краям, чтобы выступало. И все было хорошо. Красота, лепота. Нельзя тупо в стык вклеить. Надо, чтобы какие-то завороты были карбона. Тогда оно держится в 10 раз круче.
так как у меня все уже давным-давно закончилось, а донатик я хочу попросить, ребята, у вас лишь в этом видео. Ну, мне пришлось полностью обнулиться, все равно работать надо, и я все равно накупил материалов. Вот, пока немножко. Давайте посмотрим, что тут у нас с эпоксидкой. Вот, ой, какой маленький объем. Ну, хотелось бы, конечно, больше купить, друзья, но это последняя эпоксидка в России такого типа, такого сорта. Ну, обещали привезти еще, сейчас пока нет. Вот, ну, а углетканьки набрал столько, сколько смог. Довольно-таки такой приличный объем. На полы, на крупное, конечно, не хватит. Но поработать текучку, чтобы не останавливался процесс, у меня теперь есть. Это для набора толщины, она самая тяжелая, но она грубоватая. Тут толстые нитки и очень много, вот она реально много эпоксидной смолы впитывает, потому что большое пространство между плетениями. Это точно такая же, только в 3 раза легче. И у нее плетение меленькое, она меньше впитывает эпоксидки и еще более податливая. Можно всякие сложные формы, всякие загибы, углы делать. С помощью этой планирую делать всякие декорашки. Не знаю пока, что с ней делать. Тут ее всего лишь метр. Ее здесь очень мало на самом деле. Это и 4 метра, это и 3 метра. Ну, в общем, сегодня поработаем точно. Одевался в защитный костюм, пропилил борозды, чтобы было некое углубление, чтобы была лучшая адгезия и деталь сидела как бы внутри. Заодно облагородил немножко вот это место, оно теперь более плоское, хотя есть некие нюансы. И бортик более качественный, хотя тоже есть некие нюансы, но все это будет устраняться. То есть идет такая своеобразная подготовка к работе. Еще нужно защитить все эти красивые места, потому что они могут испачкаться в эпоксидку. Ну и наклеиваю защитный скотч. Ну а как без него? Самая излюбленная моя технология. Здесь все просто, все ровно, все гладенько. Тут вообще в одно удовольствие можно будет сделать карбон. Ладно, хватит вас томить. Берем палку с нашими супер технологиями и режем по вымеренной линии. Ну и как вы думаете, что это такое? Можно подрабатывать фокусником. Так штангеля нет, так штангель есть. Это алюминиевая сота, друзья. Вот так она расширяется. Можно расширить на метр и сделать очень жесткую и прочную конструкцию. Чтобы грамотно расширить, приклею на двойной скотч к алюминиевому профилю. Иначе она сильно гуляет, играет. Вот, и плохо расширять ее. Классная штука. Вот так делаю и прячусь от вас. Вот так опять выхожу на связь. Соты я купил слишком большие, можно было бы и поменьше. И слишком тонкие, можно было бы и потолще. Здесь 10 мм, а мне кажется, лучше 20 все-таки. Но это не последние соты в моей жизни. И, в общем-то, чтобы сделать их потоньше, их можно, наверное, сильно не раскрывать, а сделать вот так вот. Сделал пластину, весит она 150 грамм, приклеил. Ее фишка, что она хорошо приклеивается и очень жестко держится, немножко гасит там какие-то колебания, потому что есть все-таки гибкость у алюминия тонкого. И ее особо сильно не вырывает, если правильно склеить. Ну, то есть, если что-то другое, например, пенопласт в качестве разделителя, в качестве набора толщины использовать, то он может тупо от эпоксидки отклеиться. И тогда уже весь этот бутерброд не работает. Этот же бутерброд должен, по идее, работать хорошо. Так что двигаемся дальше. Сейчас будем карбонизировать. Заднюю стенку делать несколько дней, но листы решил отрезать сразу, потому что пока что удобно это делать по шаблону. И решил использовать на один из последних слоев лист кевлара. Режется крайне паскудно, очень трудно. Но это повысит, друзья, ударную вязкость композита. Деталь несложная, поэтому постараюсь еще немножко продольного волокна использовать. Здесь чисто вот так нитки идут. И поэтому продольно эта конструкция имеет максимальную прочность. Конструкция в виде ткани, имею в виду. Ну что ж, подготовил все для работы. Нарезал необходимое количество листиков.
Листики лежат обратно елочкой, то есть примыкающий слой самый маленький по размеру, остальные больше, больше, больше. Так, мне кажется, будет лучше прилипать в углах. Ровные вещи прям с удовольствием можно делать из эпоксидной смолы. Прям ничего никуда не скатывается. Вот так хорошо. Что она там, пропиталась? Нет еще? Еще нет. Попробую затулить на свое место. Какая-то она скользкая. Но на свое место такое ощущение, что затуливается. Так, не так-то просто. Соты намазал валиком сначала, потом приклеил. Так, мне кажется, будет жестче держать, потому что когда валиком мажем, волосинками еще и внутрь заталкивает клей. Ну вот сейчас нужно как-то это все дело прижать, чтобы уверенно был контакт. Прошло время, и сота успешно приклеилась. Видно, есть смачивание, видно, нет никаких зазоров. Прижимал с помощью поролона, по-другому никак. Он мягкий и позволяет прижимать даже к криволинейным поверхностям. Далее нужно будет нарастить усиление в верхней части. Там будут крепиться ремни и крепиться сиденье. Ну и также будет силовой элемент конструкции. Поэтому этим мы займемся немножечко позже, и накрытием сот займемся тоже немножечко позже. А сейчас у нас будет интересное, ребята. Именно тебя сейчас буду снимать. Как думаешь, потянем, не? Если станки тянули. Ну попробуй для начала. Все, друзья, сейчас будем машину поднимать. Смотрите, как это делается. На пиццах. Можно даже вон на бицак ее, да? О. Сверху она красивше выглядит. И не такая большая. Заглянул вовнутрь. Ну и что там? Вал видишь? Рулевой. Вал вижу. Отлично. Реально внизу выглядит очень маленькая. Сейчас, друзья, ставлю колеса и будем выкатывать. Интересно, что вы теперь скажете по этому поводу? Пригласил Олежку, а то я не могу уже объективно заценять, очень устал, друзья. А вот он может, он никогда этого не видел. Ну, что скажешь, как оно? Теперь опять большая. Я что-то не пойму. Там большая спустили, маленькая, теперь опять большая. Хочешь, опять маленькая будет? Это как? Это выкатить надо на улицу. Выкатить? Очень маленькая станет, гарантирую. Так, подрулим чуть-чуть и покатили. Ох, блин, воткнул шипы какие-то. Понабрало мусора, пыли, видишь? Слики, во-первых, глянь. Во-вторых, кузов на скручивание, смотри, вообще. Не, ну что-то есть, но он будет укрепляться, очень сильно будет еще укрепляться. Друзья, амортизаторы я здесь заменил на палки. Я вам их чуть позже покажу. Поэтому здесь ничего не работает в этом плане. И машинка пока что жесткая. Ну, чисто так, для выкатывания. Ну вот, выкатили. Вам нравится? Я надеюсь. Блин, ну пушка просто. Пушка-гонка получилась, конечно, знатная. Но это еще не все. Она будет еще в разы красивей. Когда появится днище, когда появятся спойлера, когда появятся боковые воздухозаборники. Ну и вот здесь все тоже будет обработано. Здесь не будет такого угла, все будет плавненько и красиво. Это всего лишь какой-то там средний этап. То есть работы еще очень-очень-очень много. Я бы даже сказал, нереально много. Но приятно, что уже есть кое-какие более-менее законченные результаты. Уже тачка стоит на колесах, уже немножечко проехала. Уже слики набрали грязи, камушков. Ну, как обычно они это делают. Сейчас поставим рядом с машиной, посмотрим габариты. Сдалека выглядит очень круто, и хочется в этом ракурсе продемонстрировать вам культуру веса. Становая, без разминки.
Ну что, культура веса соблюдена. Ну а вот разница, точнее сравнение с обычным автомобильчиком. Самым стандартным. Вот обратите внимание, на какой высоте здесь сидит пилот и на какой высоте все там располагается. Высота маленько разная, мягко говоря. Постарался сделать максимально качественное и насыщенное видео. Сделал огромный, просто титанический объем работ. Все подсобрал, ребята, для вас. Ну, я не знаю, достойно или недостойно видео такое донатика. Но я буду очень сильно на это надеяться. Потому что не могу я более в ютубе зарабатывать на монетизации. Нам ее еще в 2 раза уменьшили. То есть те крохи, которые от зарубежных, от малого количества зарубежных просмотров были, они еще урезали в 2 раза. Ну, точнее, не они, а банк. Ну, в принципе, мне уже абсолютно все равно на те деньги, потому что их не хватит даже на пару листов, на пару замесов карбона. Ну вот так теперь блогер-миллионник живет, ребята. Я очень сильно выжался, друзья. Наверное, это даже заметно на камеру. У меня иной раз и язык заплетается. Очень устал я пилить этот карбон. Это адовая работа, это просто адище. И если бы не готовый результат, если бы не виды то, что получается, а уже получается все больше и больше, это начинает тебя мотивировать все сильнее, сильнее, сильнее. И я надеюсь на этой мотивации и на вашей поддержке как можно дольше продержаться в строительстве гоночного болида именно нон-стопом. То есть не переходить ни на какие другие проекты, не делать долгих перерывов, а работать, работать и работать, пилить карбон, одеваться в костюмы, выкидывать тоннами этот мусор, собирать бесконечно, тут пылесосить, потому что после каждого пиления надо всю мастерскую обрабатывать, пылесосить, этот карбон везде летает, везде садится, и после пиления вот так просто нельзя ходить, бродить. Ну, в общем, как-то так, какие-то такие эмоции, друзья. Очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Ссылочки на это дело я оставлю, как обычно, в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Как можете заметить, ребята, часто я это не делаю. Ну, мне кажется, это честно. Не надо просить донаты под каждым видео. Я бы так не хотел бы смотреть видосы и каждый раз на это натыкаться. Поэтому я выбрал для себя путь. Делать это редко, но я очень надеюсь на вашу помощь. Даже самая маленькая сумма помогает, во-первых, не загнуться этому каналу, во-вторых, даже немножечко развиваться и продолжать строить серьезные проекты. То есть, как вы понимаете, после гоночного болида я не буду опять какую-то мелочевку делать, а мы с вами придумаем, что нам дальше делать. Как видите, уже пушка-гонка обретает некие законченные черты. Да, тут работы нереально много и вложений еще нереально много. Но, как говорится, свет в конце тоннеля уже некий виден. И я его уже по-любому закончу. Ну, тут уже прям видно. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками своими жирными, вкусными, сочными. Всем пока, друзья. До новых встреч.